Всем привет! Продолжим тему полового воспитания. Сегодня мне хотелось бы поговорить на тему стереотипы по полу. То есть, благодаря этим стереотипам, или вопреки, мы выросли и теперь растим своих детей. Но из-за этих стереотипов очень много последствий. Давайте я вам расскажу подробнее, о чем я. Что я имею в виду? Стереотипы по полу, то есть у нас рождается мальчик или девочка, и сразу же мы говорим или дарим, например, подарки. Мальчику это что-то в голубом цвете, что-то такое серое, белое, синее. Девочка то это сразу розовое. Это все хорошо, это все красиво, но когда дети взрослеют, у них начинается выстраивание своих предпочтений, желаний, которым мы, наверное, где-то не позволяем развиться, потому что вот есть вот эти стереотипы. Например, если это мальчик, то он должен быть сильный, смелый, не должен плакать, не может проявлять эмоций каких-то, должен быть всегда уверенный в себе, решительный, ходить только в темном, в синем, не в ярких цветах. То есть если это мальчик, то с короткой стрижкой, с волосами на ногах, на животе, на руках. Вот. Если это девочка, то она нежная, ласковая, романтичная, капризная, эмоциональная, розовый цвет, платьюшки какие-то, сережки, длинные волосы. Но дети не делят друг друга по полу до определенного возраста. Если мальчику нравится играть с куколкой, ему хочется ее убаюкать, позаботиться о ней, ему хочется поготовить на кухне, что-то сделать, приготовить, позволяйте ему это. Это хороший навык, это хороший опыт, даже если он мужчина. Если девочке нравится играть в машинки, в стрелялки какие-то, это не говорит о том, что она будет как пацанка или еще что-то. Просто сейчас ей это нравится. Нужно предлагать все варианты, все возможности, что мальчику, что девочке. Поэтому давайте будем позволять самовыражаться, выбирать самостоятельно нашим детям. Это очень расширяет кругозор, мировоззрение. И вообще это круто, когда ребенок мыслит нестандартно и видит по-другому. Поэтому не будем мешать этому развитию, его развитию такому, и просто будем помогать и направлять. Конечно, не во вред своему здоровью все. И постепенно, переходя от темы стереотипов, я хотела бы перейти на тему разнообразия людей. Что это такое? То есть я хочу сказать, что все мы люди разные, об этом нужно говорить ребенку с раннего детства, то есть когда он уже понимает, когда он может с вами беседовать и воспринимает какую-то информацию. Все мы разные, то есть люди худые, пухлые, стройные, мускулистые, есть люди с короткой стрижкой, с длинной, лысые, есть люди разной расы, национальности, религии, культуры, телосложения, опять же. Есть люди, которые сидят в колясках, то есть с ограниченными возможностями, у кого-то нет руки, ноги. Об этом всем нужно рассказывать ребенку, говорить, может быть, показывать какие-то рисунки с картинками. Если ребенок будет это видеть и знать, он будет это воспринимать нормально и не будет тыкать пальцем или кричать, спрашивать, а что это такое. Также у нас есть различия семейные, то есть семьи бывают, где двое родителей, где один родитель, где воспитывает бабушка, дедушка, где ребенок взят с приемного дома, с детского дома. Об этом тоже нужно говорить, чтобы дети понимали, что такое есть, потому что иногда в школах
Уже даже в детских садах происходят буллинги на эту тему, что если у ребенка только там мама или только папа, то все, он какой-то не такой, и потом ребенка травят. Это неправильно. Это неправильно. Вот. Поэтому обо всем этом мы говорим, проговариваем. Потом мне задавали вопрос здесь в комментариях, тоже в YouTube, скажите в видео, что давать апшу нельзя. Апшу — это у нас у казахов, когда просишь у мальчика понюхать его запах под его пенисом, под писькой. То есть говоришь, дай апшу, и мальчик берет вот так вот. Нет, то есть ты берешь у мальчика и вот подносишь руку к его пенису, так вот не дотрагиваешься, но просто так берешь, так нюхаешь и говоришь апшу, как будто чихаешь от запаха. Это, конечно, очень странно, я не знаю, почему такое вообще сложилось у нас у казахов, но да, нельзя давать, не нужно просить апшу, потому что это интимное место ребенка, то есть я уже говорила, интимные места — это пенис, вульва, анус, попа, грудь, сосок, губы. Это, опять же, профилактика, превентивные методы насилия, вот эти знания ребенка, что эти интимные места трогать нельзя никому без его согласия, без его разрешения. Никому, даже папе с мамой, там, доктору. Только, конечно, если там в каких-то ситуациях у вас нет времени спросить, быстренько идете, там его берете, подмываете там, или трогаете, да. Только могут трогать с разрешения точно это папа, мама и доктор. И то доктор в присутствии родителей. Чужие люди не могут трогать, притрагиваться, как-то показывать на эти места и нюхать тем более. Поэтому, конечно, апшу неприемлемо, не нужно. Это все весело, это все интересно, но мы нарушаем границы ребенка, а очень важно, чтобы ребенок понимал, что такое личное пространство, личные границы. Это опять же превентивные методы насилия. То есть, когда ему приятно, когда нет, чтобы он это тоже знал и уже потихонечку осознавал свои желания и чувства. И вообще понимал свое тело. Когда ему нравится, когда нет, что ему нравится, что нет. Вот. Это на тему апшу. Все. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, пересылайте это видео своим друзьям, подписывайтесь на меня в Инстаграм, там тоже я пишу, это у меня кондер. Я там тоже пишу в Инстаграме полезные посты, иногда сторисы выкладываю, вот. Поэтому всем пока, спасибо.